Слушайте и смотрите канал Влог 360. Ухелянд бежал с окраины, шапка на... Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Мобильный офис приветствует вас. Лысый таксист. Нет, для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я теперь буду все так повторять. Я являюсь автором не только этого канала, но и этих обеих. Ой, белка. Опять белка. К сожалению, вы не увидите ее. Убежала. Этих обеих каналов, влоги, музыка. Музыка КАИ и АИ. Переходите, посмотрите, понравится, подпишитесь. Нет, за уши никого не тяну. Также видите QR-код. Это QR-код от телеграм-канала, который был создан специально для этого канала, чтобы вы могли поделиться своим мнением, подискутировать. Люди адекватные. В большинстве, за всех я не могу говорить, сами знаете, но те, кто общаются, люди адекватные. Я думаю, что там и шпионы тоже записывают что-то там, смотрят, читают. Ну, бывает, такое бывает. Обсуждаются разные темы, начиная, не знаю, от дачи и копания огорода, и путешествий, и как сделать самогон. Ну, в общем, все, да. Так что не только политика, нет. Канал очень хороший, веселый, да, можно повеселиться, поржать можно. Так что переходите. Ну а теперь мы обсудим, что такую тему, которую я вообще не хочу такие темы затрагивать, именно, как говорят, русские немцы, или правильно сказать, российские немцы. Как правильно, тут трудно сказать. Но я думаю, все-таки российские немцы, так как в 1800-х годах, там все по-разному, плюс-минус, там 20-50 лет ехали, да, все-таки в Россию, да, на российскую землю ехали. Вот. Ну, наверное, правильно назвать российские немцы. Если я не прав, исправьте, да, напишите мне. Может, я не прав, поэтому я утверждать не буду. Столько роликов, да, почему именно российские немцы так относятся к нам, да, или русские немцы относятся к нам. Я вам покажу сейчас один ролик. И также я сделал подборочку, нарезочку роликов. Тут будет и вопрос, и ответ в роликах все будет. Да, для тех, кто также не знал, мой контент базируется на том, что я ищу различные ролики в соцсетях. Да, это разрешено. И разбираю их. Показываю вам с нарезкой и комментирую. Да, между прочим, я вставляю свои 5 копеек. Это надо, так как иначе YouTube его просто не пропустит, этот ролик. Поэтому не надо ролик резать, комментировать, что-то говорить. В общем, я этим и занимаюсь. Вы смотрите и комментируете. Давайте, погнали. Посмотрим первый ролик, как одна женщина, девушка, наверное, женщина, жалуется. Нас, то есть украинцев, критикуют люди, в основном, которые сами приехали в Германию 15, 20, 30 лет назад. И я думаю, почему люди забывают, что им тоже когда-то было сложно? Было сложно, да, было сложно, и это никто не забывает. Только вы не забывайте, когда вы приехали, ехали первые, начали ехать, вам помогали переводчики, везде по амтам ходили с вами, да. Даже, я знаю, группы создавались, встречали вас на железнодорожных вокзалах, Бангофах, да. Так что не надо говорить. Все решило ваше поведение. Почему так говорю, я покажу вам сейчас следующие ролики. Давайте ее дослушаем. Каждый мигрант когда-то искал свою первую квартиру, проходил вот эти круги бюрократии, он начинал с нуля, он искал эту мебель, эти кухни. Но некоторые просто начинают думать, что только их путь был сложным, а нам все так вот на блюдечке принесли с голубой каемочкой. Ну, в принципе, когда посмотришь ваши ролики, да. Вот был ролик, один вышел, или вышел он, или выйдет. Как я поимел Германию? Пожалуйста, сам он все рассказал. Смотрим. Почему так легко обесценить чужой труд? Почему люди такие злые? Ни в коем случае не злые. Вот я добрый, я очень добрый, да? Сожрать друг друга. Что это за обозленные личности? Вы действительно считаете, что украинских беженцев критикуют только русские немцы? Ну, российские немцы? Нет. Просто почитайте немецкие соцсети. Запрещенные для РФ, скажем, Facebook. Да, многие, да? Именно где на немецком. А знаете, почему вы не видите-то это? Потому что вы по-немецки не говорите. И вы там не общаетесь. Поэтому вы этого не видите, этой критики. Ладно, а почему? Теперь я вам нарезочку сделаю. Почему? Вот посмотрите, пожалуйста. Русские немцы. Вот вы все время у меня спрашиваете. Да никто нахрен тебя ничего не спрашивает. Ну уже русские немцы.
еще раз типок этот. Русские немцы. Мне опять прислали письмо с джоб-центра. Опять Жопцентр, опять русские немцы. А вот еще. Вот такое посмотришь. Вы думаете, это все? Нет, это еще не все. Пожалуйста. Guten Morgen, guten Morgen. Danke schön, bitte schön. Alles gut, alles gut. Это типа так они провожают русских немцев на работу, чтобы получить пенсию, да, пенсию. Ну и пенсию, наверное, тоже, да, помощь. Keine проблеме, да, keine проблеме, да, ребятки. Это вот маленькая такая нарезочка, но вы знаете, есть очень много адекватных также украинцев. Я всегда это говорю. Эти ролики я не обобщаю, что это все. Я не говорю, что это все. Нет. Даже это может и маленький процент, но почему-то они все в соцсетях висят, да. Те, кто, наверное, работает и правильно ведет свою жизнь, мне, скорее всего, нету времени на это. Я покажу вам одну блогершу. Посмотрите, пожалуйста. Да-да-да-да, русские немцы. Русские немцы не могут быть врагами украинцев в Европе. Потому что бы вы делали без русскоязычной диаспоры А что бы вы делали? Ну, расскажи нам. в Германии, не зная немецкого языка? Ну вот правда, про немецкий язык-то в точку. Русские немцы – это именно те врачи, учителя и юристы, Я перебью опять немножко. Так все же, русские или российские? Мне это вот интересно. Потому что это такой спор уже идет большой в соцсетях, и никто не может правильно сказать. к которым вы обращаетесь за помощью. И не нужно мне сейчас писать в комментариях про отдельные случаи, потому что мы, украинцы, тоже с вами отличились. Вот, ребятки. Адекватно все правильно сказано. А вы напишите мне в комментариях про отдельный случай. Мне будет интересно почитать также, да? А то, что отличились, ну, это да. Ну вот, пожалуйста, еще одна женщина, девушка, скажет вам про русских немцев. Ну, или российских немцев, да? Ну что, русские немцы, не надоело вам еще украинцам жизнь портить? Я вчера видео выставила. Портить? Да мы не портим. 20 тысяч просмотров. Я прикрепила, зайдите, посмотрите. Знаете, сколько от вас украинцев уже пострадало? 0. Опаля. 0 украинцев пострадало от русских немцев, от российских немцев. Угу. 0, блядь, не считая одного д***ба, который мне картинку прислал. Извиняюсь за мат. Так у меня же вопрос, а что же такое за зверь русский немец? Все его боятся, а никто не видел. Ну, расскажи. Я первая украинка, которая не боится в открытую говорить, что я благодарна русским немцам за их помощь. И я не боюсь никакой критики от моих соотечественников. Кто на этом хайпится, ребята, грош вам цена. Правильно, грош вам цена. Как я говорил, когда ехали адекватные люди, была нормальная помощь и адекватное отношение к людям было. Но когда ты видишь вот такое, как я вам сейчас показывал, вот, видите вы, мнение очень меняется. В каждой нации есть долбодятлы, понимаете? Вообще русский немец это кто? Это человек Согласен с тобой. с немецкими генами и славянским сердцем. Адекватным по привету из Донбасса. Адекватным привет. Ну и привет от этой девушки. Так же вам, да? Ну, если еще вам не надоело, я поставлю еще один небольшой вам ролик. Итак, кто же такие русские немцы? Да, расскажи ты теперь нам, кто же такие русские немцы? Многие задаются этим вопросом. Я пообщалась с русскими немцами, которые находятся в Германии. И вот какой они мне дали ответ. Но также я еще прочитала в Википедии, и действительно эти факты совпадают. Расскажи. Итак, русские немцы – это этнические немцы, которые мигрировали в Россию в 18 веке. Так, значит, все-таки эмигрировали в Россию, значит, российские немцы. Императрица Екатерина II пригласила жителей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегу реки Волги. Таким образом образовались переселенческие колонии. И во время войны в 1941 году поволжских немцев клеймили как пособников Гитлера и как шпионов. И вывезли их в Сибирь, в Алтайский край. Не только в Сибирь, в Казахстан тоже выселяли. Так, ну давай дальше. А также Казахстан и Среднюю Азию. Они ехали долго в холоде и в голоде.
Их поселили за колючей проволокой в худшие условия и мобилизовали в рабочие колонны. Они работали на очень тяжелых работах, и многие из них умерли. И так как они говорили на немецком языке, то для русских людей они ассоциировались с врагами. Ну, с врагами я не знаю. Там, где мы в Казахстане проживали, у нас очень многонациональная была республика, да. Я очень рад, что я смог там жить и родиться в Казахстане, по крайней мере, в то время. Сейчас я не знаю, я очень давно там не был уже, да. У нас дружно жили все. Мы праздновали и мусульманские праздники, и немецкие праздники, и православные праздники, да. По крайней мере, я могу сказать, за нас, детей, когда мы детьми, да, это все было довольно все хорошо. Так, слушаем. Русские и немцы оказались чужими среди своих не по своей воле. После войны им пришлось очень долго доказывать свою непричастность к гитлеровской идеологии. И они были вынуждены терпеть унижение со стороны неосведомленных граждан. Ну, я читал, было такое, да, было. Я даже слышал то, что детей в школах называли фашистами, да. Не везде, но читал, я читал где-то, я читал. Нет, это не в интернете я читал в газете в какой-то даже, да, был скандал большой. Строгий режим же был отменен в 1955 году, а реабилитированы они были в 1964 году. Но все ограничения по месту жительства были сняты в 1972 году. Да, это мне рассказывала, даже бабушка рассказывала, отец мне рассказывал. То, что когда их... Ну, отец, да, он это знал, но он это не пережил еще, да, когда их выслали в Казахстан. Они не имели права возвращаться обратно до какого-то определенного года. Они должны были жить в Казахстане. И то даже они в Сером Казахстане жили, они не имели права ехать дальше. И когда только был закон этот отменен, они переехали в Алмату. А вы знали о русских немцах и о их истории? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, ребятки, вы знали о русских, российских немцах? Напишите, пожалуйста, в комментариях, только не ей, а мне, да? Все же есть адекватные люди, которые понимают, как надо правильно жить и себя вести. Спасибо огромное, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я очень благодарен вам, те, кто остались до этого момента. Да, я знаю, эта тема такая, то, что она не всем интересна, да, и не залетная будет, но все же. По этому поводу я сделал песню. Ну, как я, стихи немножко. Я, КАИ, АИ и ИИ, это все разные языки по-разному называют. Сделал мне музыку, да, видеоряд большого не будет. Вот, и я в конце ролика вставлю песню, не всю, если хотите прослушать всю. Клень-клень, QR-код музыкальный, там будет полная версия этой песни. Также комментируем, лайк, подписочка. Лень писать комментарий, точка, смайлик, рожец, еще что-нибудь. Всем добра, удачи. Без имени путь, историю болью не вычеркнет суть. И шли через годы, сквозь страх и залу, с надеждой тихонько мы все же дойду. Где наша Родина? Трудно сказать. В памяти дом, но его не догнать. Между мирами, меж там и здесь, мы научились просто быть как есть. Сквозь боль поколений, сквозь время и дым, мы все пережили и выстоим с ним. Где наша Родина? В сердце она. Там, где живет наша память одна.